Вітаю вас у своєму саду. Я Світлана. Ви потрапили до мене у садок під Київ, де я розповідаю про свої рослини та квіти. Сегодня будет у нас тема про хвойные. Я сделаю сравнительное описание и обзор двух подушковидных елочек. Нидиформис и Glauca globosa. По форме они похожи, разные по цвету и по характеристикам. Посмотрим, как они выглядят сейчас, почти середина января, и весной, и летом. Идемте. Ми. Обе эти елочки растут у меня недалеко от дома. Я их высаживала одними из самых первых, и поэтому далеко от дома не сажала, у нас забора не было. И я боялась, чтобы дикие животные не затоптали, не поломали. Начну я, наверное, с ели нидиформис. Вот этот кустик, самый первый, был посажен. Одну я купила. Я рассказывала, что растения я люблю. Присмотреться к ним вначале. Полюбят ли они меня и понравятся ли они мне. Так вот, эта ель нидиформис была посажена вот тут прямо возле дома. Тут будет стена еще зимней террасы, дом достраиваться, и она будет возле дома. Вот такая подушковидная елочка. Как у всех елей, у нее иголочки колючие. То есть, если мы рукой так по иголочкам пальцем проведем, то они колючие. Хвоинки очень небольшие, до сантиметра, может быть и меньше. Очень густо расположены веточки. То есть совершенно не видно, что там у нее в середине. По характеристикам. Ель нидиформис подушковидная, то есть не имеет центрального проводника. Все веточки хаотично расположены и растут в разные стороны. Очень плотно между собой и имеют форму гнезда. То есть у нее по центру может скапливаться, как в гнезде. Вот прямо видна структура кроны. Снег туда может нападать, поэтому зимой обязательно убирать. Надо снег, отряхивать эту елочку. Посажена тут в полутени от дома, но ее можно и на солнышке, конечно, садить. Тогда она будет более сочнее, зеленее. Хвоинки у нее тоже будет хороша. Чем она и универсальна. Растет практически на любых участках вашего сада. В общем, присмотрелась я к ней. Она мне понравилась. И решила посадить вот так вот вдоль дома своего еще несколько таких же елочек. Между других растений, между роз, кипарисовиков вот этих связанных, еще нидиформисы. Все елочки у меня из контейнера покупались, не с комом, и высажены по периметру. Вот так она выглядит, форма гнезда. Видите, как воронка по центру. Растут они относительно медленно. Даже медленнее всех. Всего 3-5 сантиметров в высоту и чуть больше 8-10 по ширине. По высоте они будут через 30 лет
будут где-то 1,5 метра, 1,20 м, в зависимости от того, как им понравится грунт и уход. Ну, чтобы дождаться, это, конечно, очень много времени пройдет. Нетребовательное в уходе. Удобрения я никакие своим хвойным не добавляю ни под корень, ни по кроне. Растут они уже в свободном своем плавании. Не формирую. Вообще эти елочки можно формировать обрезкой. То есть, если вам надо какой-то шар или квадрат, можно просто ножницами или кусторезом. Но учтите, что очень медленно нарастает она. То есть форму, чтобы задать ей потом, когда, чтобы было пышнее и больше, надо 3-4 года будет ждать вам. Поэтому со стрижками не переусердствуйте. У меня еще эти елочки растут вот в этой аллее, возле колумна, между моими гортензиями. Сейчас мы посмотрим, как они весной и летом выглядят. А вот так вот выглядят сейчас. В ногах посажен горизонтальный можжевельник, а между ними, между пионами и гортензиями, высажены нидиформис. Эти покупались совсем малюсенькими. Такие сантиметров 10, наверное, высота была. И вот такой у них объем набрался за 4 года. Малюсенькими покупались, потому что достаточно дорого было много растений мне высадить и купить одновременно. По требованию к почвам, что я могу сказать? Что эти елочки прекрасно растут на суглинках, на слабокислых почвах. Обработки, как всех хвойных, от клеща и от вредителей. То есть не забывайте ранней весной. Очень красивые у них молодые приросты, как зеленые лапки. Но весной все хвойные играют по-особому своей зеленью, такой яркой, красивой. Конечно, молодые приросты более яркого салатового цвета, и лапки у них очень красивые. Ну а сейчас вот такая насыщенная темно-зеленая хвоя. В солнечную погоду она, конечно, получше. А сейчас выглядит вот так. Сегодня у нас хмуро, пасмурно, конечно. Елочка очень нравится. Подойдет она как и для аллейной посадки. Вот так, как у меня расположена она тут. Можно бордюром высадить, то есть ближе к краю дорожки. Зеленый бордюр будет красив. Ну, тогда надо покупать чуть побольше, потому что ждать бордюр придется долговато. Я так планировала, что у меня между гортензий закроют часть забора они, ноги к гортензиям, и будет красиво. Именно вот этот ракурс часто мы видим. Вот так они выглядят сейчас. Ну, что я еще хотела сказать про нидиформисы. Еще хотела сказать про формировку. Видела интересную формировку. Как раз нидиформисов вырезаются самые нижние веточки и оголяются стволы. Там их несколько стволиков из земли идет. И получается такое, как дерево, не дерево, куст на ножках. Ну, для этого, конечно, кустик должен быть еще побольше. И сантиметров 20 вырезается вся поросль снизу. Ну, смотрится эффектно. Не знаю, сделаю я такое или не сделаю, потому что, у меня еще маленькие для этого кусты, чтобы эффектно так выглядеть. А вообще красиво. Будет в ширину она где-то 2 метра. Вот эта елочка.
Так что при посадке учтите ее размеры. Ну или если не рассчитали, всегда можно подстричь. Ну и следующая елочка, тоже подушковидная, растет у меня на вот этой клумбе, на газоне. Надо, кстати, сделать вот такой же пластиковый бордюр, как я у вот этих формированных можжевельниках сделала, приствольный круг. Пока она у меня замульчирована сосновым опадом. Это елочка Glauca globosa. Имеет совершенно такую же гнездовидную форму. Первые лет 7-10. Чтобы достичь вот такого размера, это, наверное, она уже ей лет 10, кстати, наверное, есть, потому что она очень медленно растущая, тоже карликовая, но немного быстрее, чем нидиформис. Это учтите. Это покупалось у меня с комом земли тоже 4 года назад. Голубая, колючая ель Glauca globosa. Что интересное про нее я могу рассказать? Ну, во-первых, цвет голубой хвои в такую вот даже пасмурную погоду вы можете сравнить. Вот это просто глобоза. А вот это Glauca globosa. Хочу сказать, что потом у нее, если не формировать, выбивается центральный проводник. То есть одна из веточек начинает идти как основной ствол ровно вверх, и получается очень широкий конус. То есть по форме она такая широкая, и высотой где-то до 1,5, до 2 даже метров может вырастать, как елка, только очень широкая в ширину, 2,5, даже 3 метра может вырасти. Тоже очень колючая, если хвоинки потрогать рукой, колятся. Это так елочки и пихты можно различать. Шишек я на ней еще не видела. Ну, наверное, бывают шишки, коричневые, наверное, не знаю. Покажу вам, если будут. К почвам не требовательно, ну, не любит загрязнение. То есть где-то понад дорогой лучше такие красивые елочки не высаживать. Я их немножко поддерживала форму по сторонам, чтобы не отдельно торчащие ветви были у нее, а такая немножко форма поддерживалась правильная. Но все равно, видите, выбивается. Если мы посмотрим на нее сверху, она немножко у меня не круглая, такая, как эллипсом, вытянутая. Красивые молодые приросты, голубые, очень яркие. Ну, как все молодые приросты у хвойных, может быть подвержена поздним весенним заморозкам. То есть, если потом мороз ударит, они могут обмерзнуть. Красивый цвет, насыщенный голубой хвои у нее. Тоже форма гнездовидная. В первые годы, как я сказала, поэтому снег из нее надо вычищать, стряхивать веником. Но не переусердствовать, конечно. Елочка нравится, очень красивая, немного по цвету хвой. Мне она напоминает хупси мою. Ну, но у хупси более голубой, конечно, цвет хвои. Более правильно там сложены иголочки. Но довольно большая длина иглы у нее. 1,5 сантиметра до 2, если так посмотреть. Очень много заложено почек на следующий год. Растет тоже медленно, как я сказала. Поэтому, если вы ее планируете высаживать, то лучше, конечно, посадить чуть-чуть подрощенный посадочный материал, совсем малюсенькую, долго ждать
Можно и солитером, можно ее посадить в акцентных местах, как главную звезду в каком-то определенном месте. Формировать ей также можно вырезать поросль. Вот это, видите, иголочки, это она такая по длине была, когда приехала ко мне, а вот такой длины хвоинки уже сейчас больше, ярче. То есть, если вы ее купите, у нее может быть немножко сизоватый такой оттенок хвои, потому что она где-то среди других контейнеров стояла. Ну и не совсем похожа на голубую карликовую. Поливаю я ее не сильно часто. Тут главное не залить, конечно же, земляной ком. Ну и как все хвойные, в жаркое лето любят дождевание по кроне вечерком, чтобы не погорело от солнечных лучей. Если вы будете по кроне в жаркий день поливать, ожог может случиться, водяные капли будут как линзы играть. Ну, на хвойных это не сильно будет видно, но немножко стресс елка получит, если летом в жару дождевать прямо с утра ее. Лучше вечером. По уходу, обработки от паутинового клеща конец апреля, май, начало июня. А особенно если нету дождей. То есть клещ бушует в сухую погоду, а воды, дождей боится. Не забывайте об этом. Как это определить, я рассказывала. Растение останавливается в росте, бледнеет цвет хвои. Особенно это на вот этой лиственнице у меня было заметно, когда клещ поразил ее. Сразу и не заметишь, а стала по кроне я ее брызгать, и такая мелкая-мелкая паутина. Это уже, конечно, сильная стадия поражения паутинным клещом. Первая, когда бледнеет цвет хвои. Не яркая, а такая, как палевая. Это значит паутинный клещ. Ну, а последняя стадия, это, конечно, осыпается хвоя. Клещ все высосет, все живительные клетки из растения. И растение даже может и погибнуть от паутинового клеща, если куда-то уехать, оставить надолго. В конце лета приедете, а хвоя пожелтеет и осыпаться будет. Ну, мы сейчас о хорошем. Наши растения все здоровые, ухоженные. Еще хочу сказать, что паутинный клещ может поражать больше молодые растения, слабые, без иммунитета. А когда елочка уже достаточно взрослая, у нее и сил больше, и иммунитет выше, как и у людей, и справляется с превратностями судьбы самостоятельно. Ну, профилактика нужна. У меня еще растения все не такие большие, красивые. Даже в такой пасмурный день она красивая на газоне. Я бы, конечно, еще посадила где-то, но у меня нету места. Что, на сегодня все. Я думаю, вам эти обе елочки понравились. Еще раз, если бы я сад начала делать, я бы их посадила. Есть растения, о которых я бы задумалась, нужны ли они мне в саду или не нужны. А ели ини деформис и глаука глобоза я бы посадила еще раз. Глауку глобозу, может быть, я где-то повторю еще в своем саду. Я люблю повторять понравившиеся мне растения. Подумаю, там по дизайну задумки одни есть. Ну, такая у нас зима на сегодня. Все. Я, кстати, жду, мне на днях должны прийти 6 новых роз. Выбрала. В такую погоду, думаю, можно посадить. У меня и торф есть. Ну, дел много. Я еще барбарисы там обрезаю. Уже садовые какие-то работы делаю. Смотрите, что я увидела. Шишка на лиственнице. У меня на лиственнице шишка, когда была
Крона у нее вся зеленая, этой шишки не было видно. Вот такие чудеса в январе. Одна на всей лиственнице, вот это одна шишка. Интересно посмотреть, у нее семена есть или нету. Вот так. Увидели вместе с вами шишку эту. Все, всего хорошего. Сейчас все выбирают розы, думаю, по каталогам. Следующее видео я сделаю обзор или кордес розы, какие у меня есть и какие мои впечатления. Или посмотрю еще розы. Остина сделаю чуть позже. Материал не весь могу найти. Все, всего хорошего. Задавайте свои вопросы под крайним видео. Потому что хотела акцент сделать. Потому что вопрос в вопросе особенно мне не показывает. На YouTube на свою панель захожу, а мне вопрос в вопросе вообще не показывает. И старые комментарии в ленте очень далеко. Если там из 300-500 комментариев до последнего я дойду, могу и не ответить. По времени не хватит у меня. Всего хорошего. Занимайтесь садовыми делами, если вам погода позволяет.